Привет всем хорошим людям, добро пожаловать на канал Custom Truck. Соседи сидят в телефонах, смотрят наш канал. Наверняка подписаны. Ты подписан, Серег? Ты подписан? Конечно. Он пилит болгаркой, но подписан на наш канал. Тогда не будем его ругать в ближайшие 2 дня. Сегодня у нас Ханамаг. Дима приехал нам помогать. Я уже вымазался. Что нам нужно сделать? Нам нужно начать с того, что сделать проводку всю. По проводке нюансов очень много. Ну, фактически вообще ничего не работает. Начинаем разбираться. Подали плюс основной. И уже включили зажигание. Нашли стартер. То есть есть провод на стартер и есть основной плюс. Больше нет ничего. Дима здесь дербанит всю проводку. Дима, привет. Привет. И Дима это единственный чувак из всей нашей команды, который реально на заводе отработал 20 лет. Вот в этом году исполнилось, Дима, или в том? В этом. В этом 20 лет. 20 лет электриком. 20 лет электриком. Но он знает только, когда 3 провода подходят к электромотору. Если вот 2, то он уже сомневается, да, Дима? Да, ну вот реле зарядки. Да, ты нашел. Отлично. Да, вот. Сейчас мы будем потихоньку разбираться. Это работа кропотливая, которая требует много времени и не всегда есть результат. Поэтому я всегда сочувствую людям, которые занимаются электрикой. Можно день провозиться и ничего не найти. Но у нас же есть уже промежуточный результат. Это основной наш плюс, который вот здесь я запитал через тоненький проводок. Если что-то где-то мы там начудим, то он отгорит. А вот это у нас идет на стартер провод. Вот этот вот. Вот 2 провода мы нашли. Осталось нам еще найти зарядку. Сейчас вот именно этим занимаемся. Для того, чтобы найти зарядку, пришлось разбирать всю панель. Сейчас покажу. Вынули все предохранители. И я вот Диме предлагаю начать всю электрику с того, что сделать все предохранители, чтобы они были. Потому что это самое простое, и это, возможно, нам даст какой-то толчок или шанс на удачное воскрешение проводки Ханамага. Будем вас вводить чуть-чуть в курс дела по мере того, как будет у нас что-то получаться. Потому что, ну, сами видите, состояние здесь, все вот в грязи в такой, ну, страшновато здесь, конечно. Но, тем не менее, я думаю, должно бы у нас кое-что хотя бы получиться сегодня за день. У нас есть день времени, поэтому посмотрим, что мы здесь сможем сделать. Еще я не делал ни глушитель, ничего. Это только мы начинаем, вот пока Дима здесь, вдвоем легче что-то прозвонить, где-то посоветоваться, как что лучше. И поэтому делаем вдвоем. Разбираем и среднюю панель, потому что, ну, никак не можем мы здесь понять, что и как работает. Тахограф у нас работает. Вот это единственное из всех этих инструментов. Включаешь зажигание. Тахограф и щетка работает постоянно, но упирается в помятый корпус, поэтому тоже работает не постоянно. Тут же тахограф спидометра, видишь? Вот так открываешь, здесь вставляешь шайбу и пошел на Европу. Вот. Ну как, когда здесь она утверждена? Обычно на тахографе есть же бирка. Вот оно. Ну-ка, ну дата есть какая-то. Короче, 10-й месяц 95-го года она. Как только произвели, тахограф этот поверили, так он и работал. Ну ладно, давай, нам нужно выследить вот этот провод. Давай этим и займемся, значит. Все, друзья, снимать здесь не очень удобно. Вот, хотелось бы, конечно, но пока что вот никак. Но сейчас посмотрим и вам потом расскажем, что мы здесь нашли. Прошло уже полдня, обеденное время, но у нас есть определенный успех. Ну, прям... Ну, небольшой такой. Мы нашли провод на зарядку, мы нашли провод на стартер. С зарядкой здесь очень серьезная схема. Стоит система защиты, как на Урале. То есть, если запущен мотор, то вот это реле не дает стартеру срабатывать. Если уже мотор запустили, зарядка пошла, подается ток на релюху, релюха отключает стартерные провода, и все это перестает работать. Но на стартер провод идет еще через какое-то сопротивление добавочное, либо же это предохранитель. Вот здесь вот огромная колодка, вот через нее еще идет. Мы не могли найти, не могли понять, что за хрень. Ну вот сейчас разобрались уже и, в принципе, нашли его, этот провод, на колодке. Наш стартерный. Вот здесь он черненький, вот отдельной фишки. Она была отключена, а стартер был подсоединен вот напрямую через вот этот вот провод. Просто напрямую был соединен. Вот, поэтому сейчас наша будет задача все это сделать. Провод здесь использовался, не было хорошего провода. Вот они взяли такой 4-жильный маленький. Вот такая схема была. По зарядке. Сейчас покажу причину, почему здесь мы не могли найти провод зарядки. Дело в том, что вот здесь на ломающейся раме, да, у нас же ломающаяся рама.
Вот переломался проводок. Вот, синенький. Как раз таки он идет, вот этот вот он. Как раз он идет на зарядку. Таким образом у нас есть стартер, у нас по идее должна уже быть зарядка. Вот, осталось нам еще тут фонари, все это, но это уже чуть позже. Самое главное вот эти вещи нам сделать пока что. И будем двигаться дальше. Поэтому сейчас будем все соединять. Вот. И, в принципе, будет уже получше. Но полдня нам понадобилось, чтобы во всей этой схеме разобраться. Вот, так что такие вот дела. Еще, знаете, преимущество нашего погрузчика, то, что у него кабина закреплена на передней полураме, то есть вместе с ковшом. И водителю не надо, в данном случае Диме, не надо постоянно крутить голову, то есть за грузом не смотреть. То есть груз всегда перед глазами, а зад поворачивается типа. Вот такая схема. Это прям классная штука. Сейчас будем собирать все это. Еще нам нужно будет доделать здесь глушитель. Обязательно в этой серии мы все это сделаем. Запустим его и попробуем, посмотрим, как он будет дальше вести себя. Вот, так что сейчас пока что соединяем эти провода. Идет процесс сборки, скручивания. Все собираем на скрутки, паять ничего не будем. Скрутки, термоусадка. Это у нас пойдет провод на стартер. Еще нам нужно сделать будет провод на генератор вот здесь. Мы сделаем двойную изоляцию. Давай тогда тройную надо. Не, лучше двойную. Дима, здесь же токи не 220 и не 380. Нормально будет и так. Так, ну, в принципе, стартер у нас готов. Сейчас будем делать уже и зарядочку нашу генератора. Юра, почему ты варишь в лужу с водой? Чтобы ботинки не сжечь. Это пожарная безопасность. Да. Все правильно. Воды налили специально для того, что когда окалины падают, чтобы ничего не загорелось. Мы продолжаем наши работы. И сейчас у нас провод на зарядку, а это провод, который основной, питающий, весь будет питать Ханаман. Его подключаем к плюсовой клемме. И сейчас вот нам осталось только эти два провода здесь затермоусадить. Дима здесь нам делал, вот он делает двойную скрутку всегда. Одну скручивает и второй кончик. Если одна просядет, вторая останется, да, Дима? Ну, почти. Это ближний. Ближний? Ближний налево. А так? А так дальний налево. А так ближний дальний. Ага. Все скрутил? Ага. Спасибо. Электроника, да? Электрика, говорит. А так верхние фары горят. Верхние вот эти? Верхние обе. Отлично. А поворот? Поворот левый. А так? А правого нет. А габариты? А габаритов вообще нет. Ну сейчас будем проверять стартер. Ну, в принципе, что его проверять? Ты Надо... готов? Я всегда готов. Я сейчас глушилку. Дима, ну если стартер не будет работать, все, ты с завода увольняешься, договорились? Добро. Блин, я думал, ты уволишься. Но на самом деле мы все скажем так, прозвонили. То есть шансов у него, что он не будет работать, вообще не было. Поэтому Дима уверенно и сказал, что уйдет с завода. Но 20 лет на заводе. в общем, сейчас мы вставим лампочки еще, габариты проверим. И сзади у нас нету вообще ничего. И здесь у нас, в принципе, что такое, что работает. Непонятно как, что-то будем разбираться еще дальше. Прежде чем мы продолжим, небольшая просьба для наших зрителей, подписчиков. Леша ушел служить в армию, и будет он служить в Гродно. И огромнейшая просьба, если вдруг вы где-то там работаете в воинской части или служите там, найдите Лешу, помогите ему, чтобы наш Леша находился в хороших, комфортных условиях. Такая просьба от меня лично. И я думаю, все подписчики с канала Custom Truck тоже будут рады, если Леша будет служить в хороших условиях. Поэтому вот такая маленькая просьба. Помогите ему, чтобы все было у него хорошо. Чтобы я меньше переживал и чтобы Леша был в более комфортных условиях. Все. Продолжаем заниматься. Сейчас покажу вам уже на какой мы стадии. Есть кое-что интересное. К сожалению, погода нас не радует, поэтому на
налетами такими ремонтирую. Смотрите, вот такой я глушитель сварил для нашего Ханамага. Сейчас финишная стадия его обварки была. Это его вварка вот в этот корпус. Раскрепляться он будет вот здесь. Купил вот такую небольшую гофрочку. Вот, все подогнал. И вот сейчас буду все это собирать обратно. Но накапывает дождик. Опять зараза, блин. И сейчас придется мне все это быстренько собрать. Хотелось бы здесь продуть немного, потому что, видите, уже покрылась пылью вся наша эта конструкция. Но самое главное, что вот позади такой сложный достаточно этап для меня был. Сварить вот эту рогозу. Ну, я сделал, и это самое главное. Вот, так что сейчас соберем все обратно. Сложного здесь ничего нету. Просто вот здесь болтики, здесь пару болтиков, и все будет четко. На вот этот стык, чтобы не летела вся черный дым на наш мотор покрашенный, вот такую прокладочку сделал. Вот, так что сейчас все это быстренько соберем. Надеюсь, успеем до ливня. Крашу глушитель термокраской. Жидкая, правда, зараза. Но, тем не менее, до 400 градусов она держит. И покрасим, чтобы уже аккуратненько здесь у нас было все, не ржавело. Глушитель я собрал, все красиво, покрашено, высохло. Вот, хомут тоже зажал здесь, все четко. Вот следующее, что нам нужно сделать, это восстановить хлюпалку. Вот эту. Как это сделать, пока не знаю. Ну, во-первых, выровнять ее. Вот, и вынуть вот этот чопик. Все это выровнять, будет работать. Здесь подшипник типа такой, скольжение. Вот. Сейчас выровняем это все, поправим эту часть. Сделаем новый чопик, более длинный. И все будет работать. Наверное. Здесь тоже нужно выбить заклепку эту. Все будет красиво. Выровнял я хлюпалку. Сделал, чтобы она была такая вогнутая, чтобы вода стекала и не в глушитель, а куда надо. Мимо. Вот, также взял болтик. Вот такой из нержавеечки. Это из Кунга Урала когда-то был. Сейчас попробуем всю эту конструкцию собрать. Ну, как-то так вот вышло. Думаю, будет работать. К сожалению, на улице льет сильный дождь, но я вам решил показать, что я здесь успел сделать до дождя. Ничего не снимал. Вот сделал крепление задней вот этой части, убрал корявые вот эти уголки и сделал два хороших красивых крепления. Вот, ну и сделал эту штуку. Осталось нам собрать фильтр воздушный. Видите, он некрасиво у нас собран. Вот, также приехала вот такая пластиковая защита. По вашим, как говорится, комментариям я решил, что действительно можно попробовать купить. Вот, заказал. И вы знаете, что было приятно? В комплекте еще лежал комплект перчаток вот такой. Так что продавцу Кшанджон Дяо огромное-огромное спасибо. Пока на улице дождь, я здесь решил соорудить для Ханамага вот датчик температуры. Нашел вот такой, лежал, я так понимаю, в Ханамаге внутри. Скорее всего, что это он заводской. И вот соединил два аккумулятора. Также купил ЕМЗ-шный. Он тоже работает, его уже проверил. Вот, и валялся у меня такой вот приборчик. Это с автобуса, который разбился. Тоже много лет валялся у меня. Ну, вот сейчас можем погреть. И у нас температура пойдет. Опа! Вот, 120. Видите? Нагрелся наш датчик. Так что этот датчик тоже рабочий. Будем ставить, наверное, вот этот прибор и вот этот датчик. Прибор сделан в Германии. Хороший, качественный. Да, вот такой мы фигней занимаемся. Юра нам помогает. Юра, поприветствуй зрителей. Друзья, всем привет. Мы снова занимаемся ремонтом.
Ханамага. И смотрите, каково мое удивление, что прибор, который я вот восстановил его тоже здесь, пришлось его вскрывать, но он работает. И он абсолютно идентичен, как все приборы на Ханамаге. Вот видите, абсолютно. То есть, если сравнить с этим, даже фишки подходят, вот без проблем можно одеть и всю родную проводку, всю эту восстановить. Так что унифицированы были не только советские грузовики, но и, как видите, иномарки тоже вполне все унифицированы. И автобус, не имеющий никакого отношения к погрузчикам, вот тоже оборудован был такими же приборчиками. Вот, но у нас здесь некрасивый датчик давления масла советский, он не вписывается, к сожалению, в это все, но вот, может, у кого-то есть такой датчик вдруг, механический датчик от иномарки. Наверное, вряд ли. Как он здесь фиксироваться должен, его тоже нужно зафиксировать, а то он выглядит некрасиво. Так, ну что ж, сейчас мы установим здесь. Проводка еще пока у нас не готова. Будем потихоньку ее тоже делать. Опять-таки, видите, как в иномарке сделано? Просто барашка, ты за барашку прикрутил прибор. А в советском грузовике здесь ключик на 8. И ты этим ключиком все цепляется, невозможно ничего сделать. Ну, возможно, но как бы проблемно. Вот, а здесь вот зажал, и все, усилия этого предостаточно. Юра пытается нам помочь сделать замок, но пока что тоже не получается, тяжеловато. Мы сейчас можем даже попробовать, нам нужно проверить, есть ли зарядка, работает ли наш генератор. Вот. Но здесь тоже есть нюансы у нас, вот нужно изобретать какой-то советский, наверное, внедрять переключатель вот на свет, потому что нет возможности его зафиксировать. Он все работает, немножко подглючивает, но работает. Ну как он с завода должен крепиться, я не представляю. Вот, нет фиксатора никакого. Как ты тут, как дела? Занимаешься? Да, работой? Отлично. Это что, Renault Logan? Машина, да, Renault Logan 2016 года. Она проехала 800 тысяч километров. 800 тысяч? Да, после такси. Я ее сейчас восстановлю и продам за 6 тысяч. Все понял. А пробег отмотаешь? Конечно, по-любому. Все понял. Но... Мне схема понятна. Да, так что... Спасибо. А я думаю, чего ты такой счастливый поешь? Почти там. Так, уровень токарного мастерства профи. Стоп, сейчас перчатку сниму, а то вы ругаетесь, нельзя к станку с перчатками. Вот такую детальку выточил для нашего замка эксцентриком. Ну, она должна заходить в замок вот сюда вовнутрь. Вот. И толкать вот этот язычок. Ну, сейчас попробуем собрать, и я вам тогда покажу, что у нас выйдет. Такого не ожидал даже я. С Юрой вдвоем мы собрали конструкцию уникальную, которая вот так работает. Все, выточил я этот вал эксцентриком, и вот так он толкает. Пришлось здесь подгонять, подпиливать, чтобы возвращался язычок. Одним словом, пришлось повозиться, но есть результат. Порядка 2 часов у нас ушло. То есть изготовлена эта тяга. Здесь гаечка, чтобы специально не вылазило это все. Там есть отверстие для захода эксцентрика. Одним словом, прям пришлось повозиться. Здесь новые гайки закладные, здесь старые чуть-чуть прихватили, потому что они уже прокручиваются. Сюда установили пружину, то есть теперь замок работает четко, так что все будет классно. Собираем всю конструкцию и, надеюсь, будет работать. Все собрали, отлично. Кнопочку нажал. Иномарка. Что-то. Ну так что вот как-то так. Все, отправляемся домой, замерзаем, передают очень-очень большой холод. Сегодня у нас день Ханамага. К нам приехали друзья из разных частей Беларуси и помогают нам заниматься с электрикой. Кто-то там крутит, кто-то маз. Поприветствуй всех. Здрасте всем. Да, Юрий, огромное спасибо. Там еще Роман тоже.
Ну, Рома, ты быстрый. Короче, я бегаю вокруг них, ничего не делаю с камерой. Ром, привет всем скажи. Мир не без добрых людей, и к нам приезжают, вот так помогают просто люди из соседних городов. И это очень круто на самом деле. Я вот смотрю на эту всю движуху, и знаете, такая как будто обстановка на сервис. Пригнали Ханамага и ремонтируем Ханамаг на сервисе, да, нам специально. Здесь у нас обстановка вот так выглядит. Юра сейчас запаковывает здесь все. Прозвонили, нашли еще стопы. Ну, одним словом, прозваниваем весь этот жгут. Жгут поврежден. Поврежден так не слабо. Вот. То есть каждый проводок нужно сейчас будет зачистить и собрать, запаковать. Сюда вообще ничего не приходит. Колодка стоит посередине. Нужно с колодкой тоже разобраться. Для этого мы вывернем в обратную сторону его. Одним словом, будем заниматься электрикой на нашем Ханамаге. Юра тоже приехал с рейса, занимается электрикой. Юра, привет. Что у тебя произошло? Ничего, все хорошо. Вместо 12 вольт на магнитолу и рацию пошло 24. Поэтому отдай Юре рацию обратно. Не, ну она ж целая. Не, она сгорела. Серьезно? Да. Наверное. У нас уже стоят новенькие фонарики. Сейчас наши специалисты уже втроем. Юра. Короче, все тут. Да, пытаемся разобраться. Проводка в Ханамаге. Вот, видите, очень много проводов. Просто капец. Такое чувство, что какая-то у нас супер навороченная иномарка. Парни вчера уехали, довольные, промокли все под дождем, но счастливые. Это самое главное. Успели мы установить фонари, разобрали все с проводкой. Единственное, не запаковали, запакуем потом. Там у нас возникла проблема, был замкнут поворотник, шуруп был вкручен прямо в провод. И поэтому у нас было замыкание, не могли понять, что происходит. Сейчас моя задача, хочу поставить здесь фонари, провести провода, чтобы сразу нам прозванивать и все проверять. Зачистил щеточкой, растворителем протер, сейчас покрасим черной красочкой и будет красиво. Сюда уже не будет доступа, поэтому сразу покрасим, чтобы аккуратно все было. Ну и будем пробовать подключать. Единственное, погода, наверное, может нам и не позволить это делать. Вроде выжило. Плохо так работать перебежками. Но покрасил, успел. Сейчас чуть-чуть дождик прошел, но небольшой, вот видно по кунгу. Сейчас опять вроде сухо. Ну а я пока здесь тоже занимаюсь параллельно камазиком. Вот, порог вышпатлевываю. Здесь уже все готово под грунт. Там тоже нужно загрунтовать. То есть потихоньку довожу кабину. Потихоньку продолжаю с Ханамагом. Вот такие фонари у нас, да? Ну, красота. Эти фары пока я не делал. Ну а здесь от фонаря, от каждого фонаря провел кабель. И в этой части соединил вот их две. То есть у нас будет две на каждую фару свой провод. Сейчас следующая задача наша — это подогнать трубу на воздухозаборник. Вот такая зеленая оригинальная труба. Вот сейчас ее здесь подрежу, чтобы было удобнее подгонять. И будем пробовать ее ставить. Мешают шланги эти. Вот, блин, косяк. Удалось мне сдвинуть и этот шланг. С той стороны открыл люк и смог открутить без проблем. Ну, сейчас должно бы все быть нормально. Облазил все в гараже и, к сожалению, не смог найти нужный нам сюда вот патрубок.
Вот, поэтому куплю сюда патрубок. Может получится чуть подлиннее купить. Тогда мы здесь изогнемся и обойдем эти два шланга. Не будут так мешать. Но одним словом нужно купить вот сюда нам патрубок. Ну и сюда вот вопрос к знатокам. Нужен ли сюда вот на наш вход воздушного фильтра дополнительный какой-то, ну, еще грубой очистки фильтр. Вот, справится ли этот наш моноциклон со своей задачей. То есть хватит ли одного фильтра для очистки. Возможно, он моментально забьется и перестанет работать. Не знаю. Вот, кто бывалый, дайте совет. Стоит сюда все-таки что-то дополнительное или хватит одного вот этого грибка. Продолжаю возиться по электрике. Провел на датчик температуры провод, а также сделал на указатель топлива. Тоже нашел провод, прозвонил. Указатель топлива в баке у нас стоит с этой стороны. Здесь сделал ему массу. Вот, все по-родному, по-заводскому. И провод на сам указатель. Здесь тоже нашел эти два провода. Вот, у нас провод идет на температуру. Вот идет на указатель топлива. Вот, потихоньку еще не прозванивал наши вот эти контакты все, потому что сели аккумуляторы, забыл выключить массу. И 3 дня он стоял с включенной массой. И у нас лампочкой зарядки высадила все наши 2 аккумулятора. Вот такая проблема. Вот, также у нас есть указатель давления масла в трансмиссии. Вот, его я, к сожалению, не могу найти. Сверху вот здесь нашел заглушку. Вот. Ну, как вариант, может быть, здесь был раньше установлен датчик давления. Вот, я не знаю, не могу пока что тут что-то сказать. Попробую, может быть, посмотрю еще в интернете, фотки посмотрю этих коробок. Вот, их, правда, очень мало, но, тем не менее, возможно, где-то что-то нарою. Где этот датчик? Знаете, бывает, фотки смотришь, а там чик-датчик вкручен, и ты сразу понимаешь, что он там и должен быть. Но Ханамак потихоньку приобретает новую жизнь и, конечно же, будет жить дальше. Вот, так что продолжим уже завтра. Аккумуляторы зарядил, установил обратно и поставил нашу трубу. Посмотрите, как идеально она подошла. Она просто стала плотненько очень на турбину. Вот, вообще, как будто здесь и была. Подходит по цвету. Одним словом, прям то, что надо. Сюда я патрубок пока что не могу найти. Заехал в 2 магазина, в 3 даже. И есть либо 90, либо 115. А вот 100, как нам надо, к сожалению, нету. Поэтому будем использовать самый проверенный способ. Это изолента. Вот такая широкая у меня изолента есть. Юрис мне когда-то привез ее. Огромное Юрису спасибо. И привет. И скоро Юрис к нам приедет в гости, кстати. Посмотрим, как она будет себя вести. Здесь у нас температурный режим специфический. Возможно, она расплавится. Но даже ради научного эксперимента уже будет интересно посмотреть на это. Ну что ж, устанавливаем фильтры. Вот так они выглядят. Двухступенчатая очистка. Сначала такой фильтр. Даже положили шайбочку. Правда, она в другую сторону что-то вывернута. Ну, неважно. А может, резинкой наоборот к фильтру туда? Она сюда выгнута. Оператор сказал, что резинкой нужно вперед. Она выгнута в другую сторону, поэтому меня смутило. Отлично. И второй. Эх, не покрашена штука у нас. Этой гаечки нету. По-моему, очень красиво. Так что теперь у нас воздушный впуск весь собран. И, в принципе, мы можем уже запускать наш мотор. Проверять зарядку. С зарядкой здесь есть тоже нюансик один. Что-то щелкает релюха зарядки. Лампочка не гаснет, но завтра приедет Дима, и мы разберемся обязательно с этим. Так, нам подписчики уже ремонтируют Ханамак. Все, идеально. Огонек, да? Да. Спасибо, Андрюха, тебе большое. Что бы мы делали без наших подписчиков? Так, ну, сейчас будем двигаться дальше. Андрей нам поможет подсоединить наши стопаки, чтобы я не бегал взад-вперед, горит, не горит. Это упростит нам задачу. Ну и можно будет его пробовать уже собирать дальше.
Прям виден след от троса здесь, как трос лежал. Ё-моё. Ну, немножко сейчас отогнем, потому что нам здесь мешает щетка. Щетка упирается в корпус, поэтому нужно как-то выгнуть хотя бы чуть-чуть. Продолжаем заниматься. Сейчас запустим мотор. Хотим проверить нашу электрику, зарядку. Одним словом, все системы еще разок. Потому что я хочу поехать чуть-чуть поиспытывать наш погрузчик. Подсобрали здесь всю панель нашу, и посмотрите, я залил 20-ку солярки, у нас даже работает датчик уровня топлива. Температура тоже показывает. Единственное, мне не нравится, как я уже вам раньше говорил, вот этот датчик, блин, надо какой-то нам такой более оригинальный. Так, на трансмиссии у нас в клине датчик, потому что нужно нам будет изучить еще эту тему. Вот, воздух держит, сейчас попробуем чуть-чуть прокачать тормоза, может у нас что-то получится. Так, заползаем. Сейчас, Дима, нам нужно убедиться, что выключена масса. Вот, я сейчас попробую прокачать тормоза. Здесь подлезу, блин. Ну, вроде бы нормально. Ключик на 9, кстати, о птичках. Все, дай мне Соньку, я сейчас покажу друзьям. Ну, смотрите, тормоза у нас здесь пневмогидравлические, то есть пневмокамера давит на гидравлический цилиндр. Сейчас Дима нажмет на тормоза, а я попробую открутить штуцер. Дим, залазь, нажимай на тормоза. Смотрите, может брызнуть, поэтому чуть-чуть подальше отойдите от экранов ваших гаджетов. Нажимаю. Давай и держи. Показывает давление на приборе. Отлично. 6. Держи, держи. Так, нифига тут нету. Отпускай. Смело отпускай. Давай еще раз нажимай. Держи. Воздух сходит, 5 уже. Ничего страшного, я не могу понять, что-то тут не то. Уровень жидкости стоит. Блин, как-то все странно. И здесь ее тоже нету. Ладно, сейчас попробуем что-то другое. Может быть, тут что-то с трубкой, посмотрим, есть ли здесь жидкость вообще, поступает ли она. Отпускай там все. Так, открутил. Ты нажми и отпускай, в принципе. Ну давай, нажимай. Все, идет. Воздух идет. Отпускай. Так, ладно, воздух поступает. Это уже хорошо. Блин, такое чувство, что никакого тут движения нету у нас. Так, открутил я спускничок вот этот маленький, полностью выкрутил, жидкость пошла. Значит, что просто сам спускник подзабит, а в цилиндре жидкость есть. Сейчас будем дальше разбираться, что здесь за косяк. Так, нашли мы объект для испытаний. Наш кузов КамАЗ, который тоже требует ремонта. Нужно открыть борт нам. Так ломаются ноги, друзья, вот этой штукой. Ну ладно, нам повезло, но это могло быть очень печально. Значит, наша задача сейчас подъехать погрузчиком и профессионально вот эту штуку поднять и завести туда чалки, чтобы мы могли вот эту плиту бетонную, тяжелющую, вынуть отсюда вообще.
И я думаю, ее нужно вот достать эти штуки и где-то здесь ее положить на вот этот, на эти столбики бетонные. Правда? Чтобы потом можно было, если что, утяжелять наши проекты для испытаний. Так что берем сейчас Ханамага и с его помощью попытаемся сделать вот эту задачу. Пристегивайте ремень, сейчас будет первое испытание нашего погрузчика, первый мой опыт за рулем погрузчика, можно даже так сказать. Ну, запускаемся. Я даже уже включил третью передачу, так вот классно скачет, но, конечно, чувствуется, что вот иномарка, ты так передачки, все нежно, коробка нежно. Надо нам обязательно во что-то упереться и попробовать, будут ли буксовать колеса. Я что-то чуть-чуть переживаю, но попробую дать ему нагрузочку такую. У нас на канале основная тема — это все-таки бездорожье, поэтому мы обычно испытываем все наши машины в канавах, так что и Ханамага попробуем испытать для начала в канаве, а потом уже будем заниматься его основным предназначением. Так что заедем, сейчас попробуем, что как будет вести себя. Колеса у нас не вездеходные, это карьерные колеса, но тем не менее мы попробуем, вообще посмотрим, как будет вести себя гидравлика. Это наша основная задача.
Так, ну первый опыт на Ханамаге. Во-первых, обратите внимание, высота погрузки безумная. Вот прям он очень большой, этот погрузчик, и страшновато. Вот когда я уперся в землю, то вообще не видно ничего, сколько он берет, как он берет. Такое чувство, что он просто вот, ну, уперся и не тянет, типа. Но на самом деле нужно очень сильно привыкать. Потому что я уже теперь понимаю, вот кто работает на погрузчиках, это люди-профессионалы. Потому что четко увидеть свой ковш, чувствовать гидравлику, повороты, это все достаточно очень сложно. Ну а так вся конструкция выглядит страшно. И еще важно не путать эти ковши. Иначе вот так, как сейчас у нас была ситуация, он просто такой удар. В кабине кажется, что что-то там отлетело. Масло закончилось. Мотор не крутится. Так, друзья, что-то наш погрузчик перестал ехать. Дима заметил, что не крутится кардан, который идет основной наш на коробку. Неужели у нас что-то тут произошло нехорошее? Типа обрезалась наша пластина опять, а, Дима? Ой, что-то там бак весь сифонит наш. Масло кончилось. Не, воздух не выходит. Сапун может там слабый, давление какое. Непонятно. Ну, очень интересно. Ну, теоретически я здесь смогу увидеть эту нашу привод. Надо тряпочка. Ну, нас спасет лопух, как в детстве. Ну, кто в теме. Масло есть. Кардан я покрутить не могу. Ну, прям вообще жестко-жестко. Но привод не обрезала, потому что вентилятор крутится. Вот я кручу мотор. Вентилятор крутится. Так, смотрим по коробке. В коробке сухо, вообще нету масла. Это нюанс, потому что масло у нас было. Либо она вклинила, потому что даешь газ в пол, кардан пытается проворачивать, но очень туго, как вот заклинило что-то. Поэтому нужно сейчас нам аккуратненько долить туда масло. Возможно, какие-то фрикционы или какие-то клапана не срабатывают из-за масла. Доливаем масло, а потом попробуем дальше. Это просто повод и для меня награда. Ну что, веселуха продолжается. Ну хорошо, что это здесь все произошло, а не в болоте. Может быть, я все-таки неправильно соединил шланги, и у нас все масло из коробки перегнало в гидробак. Допустим, на холостых, когда он работает, оно не перегоняет масло, а как только начинаешь ехать, оно перегоняет. И поэтому так произошло. Ну, будем надеяться на успех. Надо потихоньку лить. Чуть больше уровня. Надо пробовать заводить. А еще нам подписчики писали, что нужно проверять уровень масла на заведенном. Сейчас попробуем. Это штрасса и геланде. И нейтралка. Это типа повышенная и пониженная. Он сейчас в нейтралке. Не, по не центру. факт. Он должен либо вверх, либо вниз. Сейчас он в нейтралке. Сейчас мы глянем, крутится ли кардан теперь. Вот, видишь? Масла не было. Возможно, он подклинил, зараза, из-за... А мы еще рычаг Тихо. подергали. Тихо. Сейчас посмотрим. Сейчас уровень, все четко. Ну сколько я долил? Литра 4, наверное, не больше. Вряд ли из-за этого может быть. Ладно, сейчас... А то, что рычаг вверх перевели, вон тот. Ну не знаю. For begin early fart of Österreichstraßen sind so Ausgaben der Betriebsdaten BMZ albeit sehr zu beschäftigen. Ты сейчас дождь вызывал, наверное. Короче, это означает повышенное и пониженное явно. А вот то, что белое означает, то я не знаю. Ну, очень интересно.
чуть-чуть нам удалось поднять. Сейчас подсунем сразу трос и потом за трос поднимем. Дима, мы разрушили муравейник, блин. Бедные муравьи. Но в следующий раз эту работу уже будет выполнять кран. Ведь не зря мы его столько реанимировали. Но это уже в следующих сериях. Плиту вынули, наш погрузчик Ханамак уже нам помогает. Он очень маневренный, я прям на одном месте на нем разворачиваюсь, очень маневренный. Казалось бы, вот что здесь переехать, а 2 раза и все. Давай. Так, здесь у нас передачи взад-вперед. Вот, на себя это вперед, от себя назад. Ну и гидравлика на ковше. Все предельно просто. Вот так это выглядит со стороны оператора. Чуть-чуть ковш вывернем. Вот так. Сейчас столбы полетят на нас. Вот это, конечно, может быть печально. Ну, уже полетели, да? Мы, в принципе, можем чуть-чуть попробовать. По идее, должны бы поехать они. Ну, поехали. Но они о колесо цепляются. Нам их сюда вот положить, да и все. Может быть, нам повезет. Блин, не повезет. Так, надо выходить и поправить их, чтобы они упали вниз. Блин, комом. Но я видел эту ситуацию, но поленился выходить. А все потому, что вы были внутри. Но это ничего страшного. Мы идем осторожно. Первые работы, да,
тяжело, как я уже говорил и раньше, нужно, блин, прям четкая работа, и нету тормозов у нас. Без тормозов работать это печаль. То есть, ну, ты сразу, как говорится, первый раз сел на погрузчик, и ты сразу по максималке нужно уже все чувствовать. Но мы справились, мы сделали самую главную задачу, мы подготовили кузов КамАЗа к разборке. То есть нам нужно будет его еще перевернуть, поставить на ребро. Возможно, мы его завезем вовнутрь туда, во двор, вот, чтобы там его уже, скажем так, нам разбирать, чтобы здесь не из-за территории не делать этого. Я знаю, что вы хотите, чтобы я вас поднял в ковше, да, как в детстве, побаловаться. На YouTube мы можем это сделать, сейчас продемонстрируем. Все, антифриз у нас на месте. Сейчас проверим масло и пойдем на обед. Нужно, ну все, уровень. Слава богу, я почему-то переживал, что у нас масло перегоняется в гидробак. Ну все в норме, вот. Как раз переливается. Все, отлично. Ну, считаю сегодняшний наш день вполне удачным. Мы испытали Ханамага. Все, был нюансик, конечно. Я уже чуть-чуть, если честно, кирпичей наложил. Но ничего страшного. Возможно, из-за малого уровня масла где-то что-то чуть-чуть подшипнички. Ну, не знаю, как это объяснить. Но сейчас все работает вообще без проблем. И еще что немаловажно, мы нашли повышенную, пониженную. Здесь мы ездим на пониженной везде, но по трассе можно вполне включать повышенную. И проблема с тормозами тоже нужно будет разбираться. Но это уже все в следующих сериях. Огромная вам благодарность за то, что смотрели, за то, что поставили лайк. Вам я желаю, чтобы на вашем жизненном пути встречались только хорошие люди. На моем жизненном пути не всегда встречаются хорошие люди, но вам я этого всегда желаю. Всех благ, всего самого наилучшего и всем пока.